Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина Дмитриева, и вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим об инвестициях и недвижимости в Грузии. И сегодня я хочу рассмотреть с вами один из самых популярных вопросов от наших клиентов, от наших партнеров, покупателей. Как сэкономить на покупке недвижимости в Грузии? Если вы досмотрите это видео до конца, то вы сможете определить для себя ключевые критерии, на которые стоит опираться для того, чтобы не переплатить за покупку недвижимости и сделать максимально рациональный выбор. Поехали! Первое, с чего вам стоит начать, номер один, это изучить рынок недвижимости. Не бросайтесь в омут с головой, постарайтесь вникнуть максимально в тему, изучить, рассмотреть варианты, районы, локации, может быть, посмотреть какую-то динамику, статистику за последние годы, как изменялись цены, как они двигаются и действуют в зависимости от сезона. Изучайте рынок, потратьте на это много времени, сил и нервов. Вот постарайтесь максимально не пропустить этот этап. Второй ключевой фактор, который на самом деле не очень популярен среди клиентов, это выбор периферийных районов. Если вы хотите найти наиболее дешевое предложение, рассмотрите варианты, удаленные от центра Батуми, если мы говорим конкретно про Батуми. Частая ситуация, люди хотят получить за $35 тысяч видовую квартиру, 50 квадратных метров с готовым ремонтом на первой линии в центре города. Не работает так, к сожалению или к счастью, рынок уже давно вырос, уже давно изменились цены, уже давно изменилось качество, и вообще все критерии, которые участвуют в ценообразовании, все давно поменялось. Поэтому если вы хотите найти что-то подешевле, вложить наименьшие деньги, то вы имеете возможность рассмотреть какие-то периферийные районы. Опять же, тут важно понимать, какие, потому что, например, такой район, как Гонио, уже тоже давным-давно в цене ускакал, и там сейчас строятся очень классные проекты с именитыми отельными брендами, но, тем не менее, и там тоже, и не доезжая к Гонио, в прилежащих районах, можно найти что-то такое для себя очень-очень комфортное по стоимости. Третий фактор, третий способ сэкономить на покупке недвижимости, можно поискать что-то с ужасным, старым, страшным ремонтом. Пускай вас не пугают эти слова, на самом деле это довольно популярный среди ряда инвесторов механизм найти что-то такое совершенно убитое, без, фактически под вынос, под снос квартира. Тем не менее, такие предложения на рынке появляются, и они зачастую появляются у тех продавцов, которые срочно хотят решить какую-то свою задачу. Например, прости господи, какая-нибудь родственница там уже почила, покинула семью, и какая-нибудь бабушка, как правило, и после нее остается какая-то квартира, которую срочно нужно продать, не знаю, каким-то образом решить жилищные вопросы всех остальных, Или, например, квартира была куплена, не знаю, в ипотеку, и человек понимает, что он больше не может ее оплачивать, и у него не хватило денег даже на ремонт этой квартиры, и срочно нужно продать. Вот такие варианты появляются, и это на самом деле реальные конфетки, реальные бриллианты для инвесторов, для тех, кто понимает и знает, как с этими механиками работать. Купили подешевле, что-то совершенно мрачное, убитое, отремонтировали, сделали флиппинг, сделали хоумстейджинг или ремонт полностью, под ключ от и до, получили шикарный, совершенно роскошный, ликвидный вариант. У нас таких кейсов много. Обращайтесь к нам, подскажем, расскажем, как это действует. Четвертый и тоже не самый популярный среди покупателей и инвесторов механизм – это аукционы. Я так понимаю, что слово аукцион, наверное, пугает вообще каким-то образом такого массового покупателя, потому что есть определенные ассоциации, связанные с этим понятием. Что это трудно, что это сложно, что это долго, что это какой-то миллион всевозможных документов, что это, как правило, какая-то непонятная вообще схема. И, наверное, действительно практика, давайте приведем российская практика, она не очень популярна и действительно больше отпугивает. Аукцион – это очень просто. Аукцион – это совершенно понятная механика. Значит, мы в нашей компании проводим такие аукционы примерно раз в квартал. У нас набирается ряд объектов. Это продавцы, которые тоже, в частности, в срочном порядке хотят решить свою задачу. Они назначают минимальную цену. Мы объявляем старт аукциона, собираем заявки с шагом, как правило, этот шаг от $500 до $1000. И, соответственно, кто последний, тот и получает свой лот по выгодной цене. Поэтому, друзья, не бойтесь слова аукцион, обращайтесь в Georgia Private Investment, и наши менеджеры с удовольствием расскажут вам еще более детально и понятно на пальцах, как это работает.
Пятый способ, друзья, покупка недвижимости в Грузии, как и в любой стране мира, я думаю, имеет такой вариант, как торг. Торг всегда уместен, если мы имеем дело с торговлей, да, от слова торг, собственно говоря, торговля и происходит. Не бойтесь просить какие-то дополнительные скидки, не бойтесь торговаться. И, в общем-то, задача наша, как компании, в том числе получить для вас более выгодные условия и для продавца, для того, чтобы все в конечном счете остались довольны. И наша работа, естественно, в этом случае должна быть оплачена достойным образом. Поэтому торг, как говорится, уместен, торгуйтесь и получайте свои профиты. Шестой способ – это планирование и финансирование. Значит, грузинский рынок предлагает несколько разных вариантов. Например, самый популярный из них – это рассрочка от застройщика. Дается, как правило, на срок от 2 до 5 лет, в редких случаях, но тем не менее такие опции тоже можно найти. Она не предполагает никакого процента, в отличие от банка, да, то есть вы не переплачиваете, это уже ваша существенная экономия. Пока там инфляция, пока срок строительства, пока удорожание цены, и в конечном счете ваша стоимость квартиры, зафиксированная в договоре на сегодняшний день, это совершенно не то же самое через 5 лет, да, когда вы за нее рассчитались. То есть вы существенно выигрываете просто на сроках. Ну и, конечно, ипотека. В общем-то, это тоже способ как-то спланировать свое финансирование, не оплачивать всю сумму сразу, а внести какой-то первоначальный платеж, да, с процентами, но тем не менее, если конечной целью для себя вы ставите не полную выплату ипотеки, а перепродажу на пике цены, то это тоже для вас способ сэкономить денежные средства. С ипотекой проблем, в целом, в общем и целом проблем нет. Для иностранных граждан она доступна, она где-то идет по 13-14% годовых. Конечно, довольно грабительская ставка, но тем не менее это рабочий механизм. С точки зрения сложности получения ипотеки тоже вот таких существенных ограничителей здесь не существует, каких-то вот таких прям барьеров. Приносите паспорт, какие-то минимальные справки, в зависимости от банка пакет документов разный, но мы будем об этом более детально говорить в наших следующих видео. Седьмой способ сэкономить на покупке недвижимости в Грузии – это сезонные скидки. Для этого вы, конечно, должны быть погружены в рынок, вы должны иметь какой-то период наблюдения, чтобы понимать, да, в какой момент, в какой месяц для вас могут возникнуть наиболее выгодные условия по покупке. Так, сразу могу сказать, что, как правило, естественно, это низкий сезон, то есть это, давайте так охарактеризуем 2 месяцами, это ноябрь и, может быть, февраль-март. Вот в эти месяцы есть наиболее высокие шансы что-то приобрести с большим дисконтом, потому что, значит, что происходит в ноябре? После лета примерно уже все заработки, которые, значит, местное население получило от туристического сезона, они заканчиваются, при этом впереди Новый год, уже хочется дарить какие-то подарки, покупать, да, готовиться к новогодним, вернее сказать, праздникам, планировать свой отпуск. И поэтому, конечно, значит, люди в срочном порядке решают ряд своих задач. Ну и в марте, в феврале и марте, когда Новый год уже отгремели, деньги все потратили на подарки и отдых за границей, и, конечно, до сезона время еще довольно много впереди, и вот хочется уже как-то заработать, поэтому есть шанс найти супер предложение по выгодной цене. Это что касается вторичного рынка. Если мы говорим про новостройки, вот тут на самом деле не всегда предсказуемая история с точки зрения сезона, потому что в рынке новостроек такой ярко выраженной сезонности нет. Сделки, как правило, происходят дистанционно во многом, да, и люди, в общем-то, покупают недвижимость напрямую от застройщика или с помощью агентства у застройщика, от компании, да. Тем не менее, все это происходит в течение года, без особых каких-то ярко выраженных провалов. Но и там тоже можно находить специальные офферы, специальные предложения. Важно следить пристально за тем проектом, который вас интересует. Восьмой пункт, восьмой способ не переплатить за недвижимость – это как раз-таки покупка в новостройке. Самое выгодное приобретение у застройщика – это, конечно, на этапе котлована, когда застройщику важно собрать пул первых покупателей, собрать кэш для такого яркого, быстрого, динамичного старта строительства. Поэтому часто застройщики на этапе пресейла предлагают самые выгодные условия, самые приятные цены, еще с какими-то супер оригинальными предложениями по рассрочке. В общем, заходить на старте – это лучший способ сэкономить на покупке недвижимости. Девятый способ – это коллективные инвестиции.
групповые инвестиции, так называемые, да, то есть когда у вас нет всей суммы сразу, вы не располагаете каким-то большим бюджетом, но вы можете привлечь своих друзей, знакомых, может быть, членов семьи для того, чтобы совместно приобрести какую-то недвижимость. Ну и коллективные инвестиции в широком смысле – это когда вы заходите с группой людей в большой объект, да, то есть это не просто какая-то одна единица, один лот, там, не знаю, квартира или апартаменты, а когда вы, например, заходите со своими соинвесторами на покупку целого этажа. Такая ситуация как раз-таки есть, например, в нашей компании. Мы пользуемся такими инструментами, активно ищем инвесторов на свои крупные сделки. Это на самом деле очень простая юридически прозрачная форма владения, то есть в договоре прописывается несколько собственников, они же регистрируются в публичном реестре, все эти фамилии, имена, все строго зафиксированы в качестве совладельцев конкретного объекта. Насколько я знаю, вот если мне память не изменяет, по-моему, на квартиру, например, до 5 собственников может быть зарегистрировано одномоментно. 10-й, самый главный и самый важный, на мой взгляд, фактор, как сэкономить на покупке недвижимости – обратиться к профессионалу рынка. Почему я на этом настаиваю? С одной стороны, наверное, половины клиентов, покупателей возникает ложное впечатление, что если исключить из цепочки агентства или брокера частного, да, то можно как раз-таки сэкономить на комиссии, там, не знаю, на каких-то дополнительных сервисах и услугах. Тем не менее, надо понимать, что вот все предыдущие 9 пунктов, которые я перечислила, вы можете долго, муторно и мучительно изучать самостоятельно, изучать рынок, вникать в переуступки, вникать в, искать на всевозможных как это сформулировать правильно? Грузинских сайтах, да, на грузинском языке, искать какие-то выгодные условия, там, горящие предложения. Можете следить за каждым застройщиком или за кем-то отдельно взятым, можете пытаться поймать какие-то супер пресейлы каким-то образом, но это все фактически, если вы вот это все умеете, это уже делает вас практически профессиональным игроком этого рынка. Ежели так, то, безусловно, возвращаемся к пункту 1, изучайте рынок и далее по списку. Если вы все-таки понимаете, что все эти итерации для вас довольно сложны, вы находитесь за рубежом, например, да, и ничего, в общем и целом, не знаете о рынке недвижимости Грузии, то я настоятельно рекомендую обратиться к профессионалу, обратиться в том числе к нам, в нашу компанию Georgia Private Investment, и вы увидите, как легко и быстро пройдет для вас процесс покупки и как много вы сможете сэкономить не только нервов и времени, но и денежных средств. Друзья, если вам было полезно это видео, напишите нам в комментарии, дайте обратную связь, мне очень интересно, я все обязательно прочитаю. А я, как всегда, призываю вас приезжать в Грузию. Не призываю я вас вообще никуда, я призываю вас делать дистанционные покупки. Это идеально для вас, экономьте на билетах. Призываю вас подписаться на все наши каналы, в Телеграм-канал, в Инстаграм, в Фейсбук и, конечно же, на наш YouTube-канал, если вы еще не подписались. И, как всегда, до встречи в Грузии!